Идея организации конференции возникла у Станислава Калинюка и потом получила развитие, продолжение в коллективе. Наверное, во многом благодаря тому, что подобного мероприятия в Украине не было, а возможность и связи, которые дает конференция, очень расширяют бизнес. Поэтому это стало просто насущной необходимостью. Сначала мы думали организовать полвал небольшой, потом организовали конференцию для своих сотрудников и внештатных исполнителей в 2011 году. Потом организовали конференцию в 2012 году, это человек на 60 в Днепропетровске. Потом подумали, что силы, которые мы затрачиваем на организацию конференции для сотрудников Интекста, они, может быть, будут схожи с силами, которые нас затратили на организацию такой вот крупной всеукраинской конференции. Вот так вот мы решили наш местный форум для сотрудников сделать открытым, и получился ЮТИК. Цель конференции – это, конечно же, создание единой площадки для обсуждения различных мнений, взглядов, выработки, возможно, каких-то общих стандартов для отрасли. И миссия конференции, наверное, в том, чтобы профессию переводчика сделать как можно более значимой для общества. Ведь не секрет, что переводчик не просто обладает знаниями другого иностранного языка, он является проводником между различными мирами, то ли в бизнесе, то ли в политике, и помогает людям не только понять друг друга, но и развивать дальше отношения. Спасибо. В подготовке к конференции наша главная задача была сделать конференцию полезной для ее участников. Участники в основном это украинские компании, украинские фрилансеры. Тематика и программа конференции – это смесь из докладов зарубежных мэтров и украинских практиков, которые работают на этом рынке. Соответственно, можно посмотреть, как люди работают за рубежом, к чему движется отрасль, и сравнить с тем, что мы имеем на данный момент. Конференция – это такое событие, открытая площадка для общения всех участников рынка. Это великолепная возможность, во-первых, пообщаться с равными себе, с коллегами, во-вторых, завязать новые деловые полезные знакомства или дружбу даже. И в-третьих, это открыть для себя новые горизонты и понять, к чему можно стремиться дальше. Лично для меня общение с коллегами здесь на конференции ЮТИК – это возможность получить ответы на многие-многие накопившиеся у меня за некоторое время работы вопросы, которые мне хочется обсудить, возможно, получить определенный фидбэк и понять пути к их решению. Я жду от конференции прежде всего того, чтобы ЮТИК стал площадкой, которая поможет развиваться переводческому бизнесу в Украине и выйти на совершенно новый уровень. Также я думаю, что конференция поспособствует скорейшей интеграции нашей страны в мировое сообщество. Это очевидно, это знают все. Профессия переводчика вчера сегодня, да. Ключевые моменты. Если востребованность – это рост. Надо смотреть по различным масштабам. Желание сбывать прямо в течение конференции. Будущее уже происходит прямо сейчас. Конференции будет продолжаться. Conference is a fantastic opportunity to start to bring together the community of the Ukrainian translation business. It's a step in the right direction to begin to form a mature business view for the industry. It will be a place to begin to create new solutions and new views of the markets, and to be able to show to the outside world that the Ukrainian market exists and that it's robust and can make a big contribution. I think that when we talk about the future of the industry, we are a very adaptive industry. We're a service industry, so we adapt to any demands that our clients have according to the time. So different times, different demands. There are two things that are permanent. One is a conversion of content from one language to the other, and this needs to be done with extreme care and quality. And the other thing that stays constant, that doesn't change, in 30 years it hasn't changed, is the need to provide excellent customer care. Customer service, the relationship between you and your client is the key in the maintenance and the survival of any business. Now, how does a translator or interpreter become proficient? Practice, practice, practice.
our professions make it difficult for translators and interpreters to get started in an industry because we have a very high expectation immediately. A conference interpreter has to be able to work in the booth professionally if they're going to get a job. But young interpreters coming out of institutes and universities need to have some kind of a trajectory or path that allows them to start with conferences or meetings or interactions that are less demanding and less stressful, and they need to work with seasoned professionals that are willing to help them. And if they can do that and have some kind of a mentorship, then they will be able to become proficient much faster and hopefully avoid some of the missteps. Успешная компания, наверное, меньше боится делиться, экспериментировать. Цель таких встреч в первую очередь, чтобы люди могли друг на друга посмотреть. Знаете, чтобы конкуренты могли друг другу понравиться. Когда у конкурентов есть возможность сесть за один стол, вместе выпить, поговорить на какие-то отвлеченные темы, перейти к профессиональным темам исподволь. Обмен информацией на нейтральной территории, в смягченной эмоциональной обстановке. Мы гордимся тем, что мы являемся друзьями вот этого коллектива, который создал такое масштабное, такое доброе, такое красивое, такое результативное мероприятие. I think that UTIC will benefit the Ukrainian industry in the same way. This is a great chance with the people coming into this conference for them to learn about Western business culture, let's say. But I think it'll only help the home market and improve their abilities. It's the first conference here in the Ukraine. And I think that what we can hope for is like a domino effect, or the opportunity for people to share their experience in such a fantastic environment. Какой будет конференция через 5 лет? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я даже не знаю, какой она будет через год. Да. Одно могу сказать, что мы решились провести ее еще раз через год, в 2014 году, тоже во второй половине мая, тоже в Киеве, недалеко от предыдущего места, буквально в 100 метрах от гостиницы «Руси» находится конференц-зал гостиницы «Президент». Я узнал, что на самом деле очень многие люди хотят приехать на Украину в мае в Киеве. Нас гораздо больше, чем 350 человек, которые приехали. В будущем году нужно будет делать конференцию еще больше и интереснее. Больше людей, больше разных мнений, больше контента. I need to congratulate the organizers because I know how hard it is to make something happen for the first time. It would be fantastic for the industry to continue developing this relationship with the local industry so that it becomes a more professional market.